В мире военной истории существуют пушки, которые впечатляют своей мощью и разрушительной силой. В этом ролике я и расскажу о самых знаменитых из них. Шверер Густав. Эта пушка считается самой большой в истории. Вес пушки 1350 тонн, а вес снаряда 7 тонн. Дальность стрельбы 38 километров. Первоначально орудие предназначалось для штурма французской линии Мажино. Но, как мы знаем из истории, французы быстро сдались, а в 1942 году немцы перебросили Шверер Густав под Севастополь. Для обслуживания гигантского орудия требовалось 1400 солдат. Из них больше половины занималась сборкой орудия после перевозки, для заряжания и стрельбы, а вторая половина экипажа составляли два зенитных дивизиона для защиты орудия от ударов с воздуха. Шверер Густав вступил в бой во время немецкой осады Севастополя в июне 1942 года. Из архивов известно, что фашисты сделали 50 выстрелов из этой пушки по Севастополю. Затем пушку отправили для осады Ленинграда. Однако пушка так и не добралась до места назначения. Последний раз ее видели в 1944 году в Варшаве, а затем следы пушки потерялись. Осадный миномет «Карл Герат». Фашисты применяли оружие при ударах по Брестской крепости и Севастополю, а также во время Орденской операции в 1944 году и при подавлении Варшавского восстания. Экипаж миномета составлял 21 человек. Орудие стреляло 600-мм снарядами на расстоянии до 5 км. Скорострельность 6 выстрелов в час. Всего фашисты выпустили 7 минометов «Карл», 6 из них было уничтожено в боях, а один попал в музей. Абузье Д-520. Абузье Д-520 – это французская железнодорожная гаубица особой мощности, разработанная во время Первой мировой войны. Однако французы не успели ее применить в реальном бою, а вот немцы успели. Они использовали гаубицу для обстрела Ленинграда. Гаубица стреляла 520-мм снарядами весом в 1600 кг. Дальность стрельбы 12 км. Фашисты использовали оружие до 1943 года, пока во время подготовки к очередному выстрелу не произошел самопроизвольный подрыв снаряда в канале орудия. Гаубица была уничтожена без возможности восстановления. Корабельная пушка тип 94. Самую большую морскую пушку в мире построили японцы. Орудие стреляло 1,5-тонными снарядами на расстоянии 41 км. Однако за время эксплуатации выстрелила пушка всего один раз. Это произошло во время атаки американских самолетов на крейсер «Мусаси». Командир «Мусаси» приказал выстрелить специальным зенитным снарядом «Саншкидан» для создания заградительного огня перед атакой самолетов США. Как позже рассказывали пилоты, заградительный огонь был больше похож на пиротехнику, и ни один американский самолет не пострадал. Получив 17 попаданий авиабомбами и 19 попаданий торпед, крейсер «Мусаси» затонул. 18-дюймовая морская пушка BL-МК-1. Вторая по величине морская пушка в мире была построена в 1916 году. Британские военные планировали использовать пушку в качестве осадного орудия для удара по береговым сооружениям противника. Всего было сделано 85 выстрелов, после чего орудие разобрали. Почему? Инженеры не точно рассчитали влияние выстрела из такой огромной пушки на корабль. Ну кому нужен корабль, который после серии выстрелов приходит в негодность? Большая Берта и Гамма Мерсер. Для штурма фортов Бельгии и Франции немцы разработали серию осадных орудий большой мощности. Большая Берта и Гамма Мерсер активно применялись во время Первой мировой войны и частично во время Второй мировой войны. В частности, фашисты использовали Гамму Мерсер во время осады Севастополя. Снаряды обоих орудий весили 1 тонну, дальность выстрела 14 км, скорострельность 7 выстрелов в час.
Орудия обладали огромной разрушительной силой. Так, бельгийский форт со стенами толщиной в несколько метров и бронированными башнями, большая Берта гарантированно разрушала до основания в течение 24 часов. Интересно, что для первых образцов Большой Берты и Гаммы Мерсер требовалась специально подготовленная бетонная площадка. Поэтому смена позиций занимала минимум неделю. Нужно было ждать, пока затвердеет бетонное основание. Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и хорошего вам дня.